Добрый день, уважаемые посетители сайта ruletkasystem.com. Сегодня мы с вами будем рассматривать систему игры в рулетку по Чернышову. Играть будем в Европа Казино французскую рулетку. В этой системе основной особенностью является то, что при проигрыше ставки мы утраиваем, а не удваиваем, как при классическом мартингейле. Первую ставку нужно делать после того, как, прокрутив рулетку несколько раз, мы увидим, что один цвет подряд у нас выпал 3-4 раза. Сразу оговорюсь, что сам я стараюсь ждать, когда выпадет 7-8 раз подряд один цвет, тем самым максимально удлинив цепочку. После того, как первая ставка не выиграла, нужно утроиться на том же цвете. Если снова не выиграла, то снова утроится. И так далее до 5 ходов. На счету $1203 50 центов. Это настоящие деньги на реальном счету. В верхнем левом углу мы можем посмотреть, какие последние ставки выпадали. Выпало 7 раз подряд черные, поэтому ставим на красный $1. Проиграли. Утраиваем ставку, ставим $3. Выиграли. Теперь по системе Чернышова мы должны в холостую прокручивать рулетку, пока снова не выпадет цепочка из 4 или более раз одного цвета. Но я усовершенствовал систему Чернышова и внес в нее элементы усовершенствованного мартингейла. Для того, чтобы каждый спин приносил результат. Поэтому пока мы ждем выпадения цепочки из одного цвета определенного количества раз, мы играем по усовершенствованному мартингейлу. Итак, играем. Ставим на черный $1. Выигрываем. Ставим на красный $1. Проигрываем. Удваиваем на противоположном черном цвете $2. Проигрываем. Удваиваем. Ставим $4 на красное. Проигрываем. То есть мы играем по усовершенствованному мартингейлу, пока не увидим цепочку одного цвета 4 или более раз, смотря от того, на каком ходу вы решили входить в игру. Ставим $8 на черное. Проигрываем. Ставим $16 на красное. Выигрываем. Ставим $1 на черное. Выигрываем. Ставим $1 на красное. Проигрываем. Ставим $2 на черное. Выигрываем. Ставим $1 на красное. Выигрываем. И так далее. Вот выпало красное 4 раза подряд. Начинаем играть по Чернышову. Ставим $1 на черное. Проигрываем. Утраиваемся. Ставим $3 на черное. Проигрываем. Еще раз утраиваемся. Ставим $9 на черное. Выигрываем. Теперь все сначала. Играем по усовершенствованному мартингейлу, пока снова не выпадет цепочка одного цвета 4 раза. Удваиваемся на красном. Ставка $4. Выпало 0. Удваиваемся на черном. Ставка $8. Проиграли. Удваиваемся на красном. Ставка $16. Выигрываем. Ставка снова с минимальной суммы. $1 на черный. Выигрываем. Играем дальше. Выпало 5 раз подряд черное. Пропустили игру по Чернышову. Прошу прощения, моя ошибка, увлекся игрой. Но в принципе ничего страшного, много от этого мы не потеряли. Лимиты стола я выбрал при игре на равные шансы. Минимальная ставка 10 центов, максимальная $200. В зависимости от лимитов стола мы можем на этом столе максимум поставить $200 за раз. Поэтому стратегию ставок нужно рассчитывать в зависимости от стола, на котором собираетесь играть. У нас с вами по системе Чернышова 5 ходов с утроением $1, потом утраиваем $3, $9, $27 и последняя ставка утроения $81. И 4 с удвоением по усовершенствованному мартингейлу.
1 доллар, 2 доллара, 4 доллара и удвоение последнее 8 долларов. Минимальный рискуемый депозит рассчитывается от суммы всех ставок. То есть 121 долларов по системе Чернышова и 15 долларов по усовершенствованному Мартингейлу. Итого 136 долларов. Вот выпало подряд 4 раз черное. Ставим 1 доллар на красное. Выигрываем. Система Чернышова призывает не учитывать зеро, поэтому игра идет по усовершенствованному Мартингейлу. Хотя я должен начать ставить с 1 доллара, я хочу показать, к чему может привести, если удваивать и рисковать 16 долларами для получения 1 доллара. Выиграли. Повезло, но так бывает не всегда. Что-то сегодня не часто выпадают длинные цепочки из одного цвета. Но мы с вами ничего не теряем, каждый ход нам приносит результат. Представляете, как долго пришлось бы ждать, играем мы по классической системе Чернышова. Как говорится, друзья, время – деньги. Выпало зеро, так как эта французская рулетка по правилам половина ставки вернулась ко мне на счет. Но несмотря на это, я удваиваю и ставлю 4 доллара на черное, потому что до этого ставил 2 доллара на красное. Проиграл. Итак, ставка 8 долларов проиграла, я хочу продолжить и показать, к чему может привести, если удваивать и рисковать 16 долларами для получения 1 доллара. Проиграли, и теперь я уже вынужден продолжить удваивать. Потому что, чтобы отыграть выигранные деньги, которые я сейчас проиграл, мне придется играть час минимум. Вот почему я советую вам останавливаться, когда сумма проигрыша не такая большая. А если продолжать удваиваться, то можно, конечно, выиграть. А можно, конечно, и проиграть. 50 на 50. Посмотрим, к чему же нас приведет удвоение. Ставим 32 доллара на красное. Проиграли. Я уже начинаю верить, что придется удваиваться до лимитов стола. Ну что ж, продолжим. Меня захватил азарт. 64 доллара на красное. И выигрывает. Хотя стоп, почему на красное? По усовершенствованному Мартингейлу надо было ставить на черное. Хотя если ставили бы на черное, то проиграли. Я прошу меня извинить за мою невнимательность. Наверное, я немного устал. Ну посмотрим, какие цвета выпадут дальше. 1 доллар на черное. Выиграли. Хотя, безусловно, на этом ходу, если бы я не ошибся, мы должны были ставить на красное и проиграть ставку 128 долларов. А следующая ставка на черное. Но только 200 долларов, так как лимит стола можно поставить за раз на этом столе только 200 долларов. Зато ставка 200 долларов сыграла бы. Но нам пришлось бы долго играть, чтобы вернуть проигранные 55 долларов. Но цепочка на этом могла и не остановиться и выпадать еще и еще. Поэтому еще раз, дорогие друзья, пожалуйста, обратите внимание на то, что нужно делать остановку, а не удваиваться или утраиваться, пока не упретесь в лимиты стола. Или не закончится ваш депозит.
Все очень просто. Научитесь управлять рисками и станете зарабатывать по этим системам не только в казино, но и на фондовой бирже. Вообще цепочки невыпадения нужного мне шанса цвета встречались мне 24 раза. Можно, конечно, удлинять эти цепочки, чтобы лимита стола хватало. Например, делать холостые спины, прежде чем делать первую ставку, как при Чернышове. Или всегда начинать с минимальной ставки стола. Либо то и другое сразу. Также есть еще одна хитрость, которую я с вами поделюсь. Можно начать игру на столе с минимальными лимитами стола. И когда вы достигнете там предела, переходить на следующий стол. И уже там продолжать удваивать ставки. Естественно, на новом столе будет уже другая игра, но и лимиты выше. Вы сможете отыграть ваши деньги и вернуться опять на стол с минимальными ставками. Вот снова ситуация, когда мне нужно остановиться, но я продолжу, потому что хочу показать все-таки, что будет проигрыш, если не останавливаться. Снова выиграл. Ну что ж, поиграем еще дальше. Наверняка такая возможность еще появится. Еще мне часто задают вопрос, сколько времени нужно играть в казино, чтобы выиграть и не проиграть. На своем опыте скажу, что то, что говорят на форумах, нужно играть не более 10 минут или 15 минут. Я разницы не замечал. Мы с вами уже играем больше этого времени, и все в порядке. По максимальному времени игры могу сказать то же самое. Я играл в Европа казино около 7 часов с минимальными ставками, удлинив цепочку до 16 ходов. Из $200 поднял до $800. Вообще система Чернышова интересна именно тем, что мы выигрываем на последних ставках, а не когда мы поставили $1, утроились до $3 и выиграли, или утроились до $9. Гораздо больше прибыли приносит, когда ставка сыграет, когда мы утроились до $27 или $81. Вот выпало 4 раз подряд черный. Ставим на красный $1. Выигрываем.
Выпало 4 раз подряд красный. Ставим на черный. $1. Выигрываем. Опять удваиваюсь до $16. Проиграли. Ставим $32. Выиграли. Пока не удается достигнуть лимита стола, попробуем еще несколько ходов. Я сделаю еще несколько ходов, и если ничего интересного не случится, закончим игру. Опять удваиваюсь до $16. Проиграли. Удваиваемся на красном. Ставим $32. Прошу прощения, дорогие друзья. По-видимому, я уже очень устал. Поставил $25 вместо $32 и выиграл $50 вместо $64. Стараемся исправить ситуацию, ставим $5 на черный. Проигрываем. Удваиваемся, $10 на красный. Проиграли. Удваиваемся, $20 на черный. Проиграли. $40 на красные. Проиграли. $80 на черные. Выиграли. Эх, я уже думал, смогу вам показать, как прусь в лимит стола. Выиграли. На счету $1300. Итак, подведем итог. Выигрыш составил почти $100. Я, если честно, дорогие друзья, подустал. Играть можно очень долго, но у меня есть и другие дела. Тем более подробно о системе вы можете прочитать на моем сайте ruletkasystem.com. До новых встреч!